Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак, и сегодня на обзоре будет долгожданный 4D лазерный уровень от компании Hyupar. Это модель из S-серии и называется она Hyupar S04CG. Приходит уровень с российского склада очень быстро, мне он пришел буквально за 3 дня. Приходит вот в такой фирменной коробке, здесь также есть фирменная пломба. На коробке указаны все пройденные сертификации и некая информация по гарантии. В коробке находится вот такой полностью пластиковый кейс, пластиковые защелки, пластиковые петли, ну и соответственно пластиковая такая ручка. Не могу сказать, что какой-то крутой кейс, но в принципе сделано все аккуратно. Друзья, прежде чем мы перейдем к обзору, а обзор сегодня будет очень детальный, потому что прибор интересный, не имеющий аналогов на сегодняшний день. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, не скупитесь на лайки или дизлайки, оставляйте комментарии. И, друзья, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Впереди еще много интересного. Также планируются розыгрыши разных уровней, не только 2D, также разыграем 4D. Но для этого нужно оставаться в курсе выхода новых роликов. Итак, в комплект лазерного уровня Hyupar S04CG входит, как говорил ранее, вот такой уже чемодан. В принципе, внутри он сделан весьма неплохо. Есть вспененный полиуретан с ячейками под каждый аксессуар, с толстыми стенками, что в принципе неплохо защищает прибор. И также на крышке имеется вот такая поролоновая прокладка. Это тоже очень хорошо. Итак, в комплекте инструкция на разных языках, в том числе на русском. Вот такое магнитное крепление. Чуть попозже разберем все, конечно же, поближе. Металлическая пластина, площадка с механическим микролифтом. Вы уже много где ее могли видеть. Также в комплекте есть батарейки, если прибор идет с российского склада. Переходной бокс для батареек. Также встречается много у таких приборов. Лазерная зеленая мишенька магнитная. Провод от зарядки USB и Type-C. Вилка, соответственно, для провода. Вот такой пульт дистанционного управления. И сам прибор, друзья. Все, больше в кейсе ничего нет. На сегодняшний день этот комплект стоит в районе $195. Есть еще абсолютно идентичный прибор, только без верхней башни, у которого только нижний горизонт. Здесь же у этой модели два горизонта, сверху и снизу, и также две вертикали. Модель без верхнего горизонта с тремя плоскостями по 360 градусов стоит где-то на $20-23 дешевле. Ссылку на официального продавца я оставлю под видео. Да, друзья, кто живет в Белоруссии, этот же прибор можете купить в специализированном магазине. Это магазин DLT Buy. Компания осуществляет прямые поставки с различных заводов Китая и помимо лазерных измерительных приборов поставляет большой ассортимент инструментов и другой различной техники, которую также можете посмотреть в интернет-магазине. Что касается непосредственно лазерных уровней, то здесь их представлено огромное количество, от простых линейных 1D, 2D до продвинутых 4D с 4 плоскостями по 360 градусов. На сайте можно увидеть нестандартные комплектации, которые не всегда можно найти на AliExpress. Приборы, кстати, отправляются не только по Белоруссии, но также можно заказать из любого уголка России. Причем доставка будет бесплатная. Для удобства цены можно смотреть в различной валюте. Допустим, если вы из России, выбираете рубли, и все цены на сайте будут отображаться в рублях. На каждый нивелир после проверки его на точность наклеивается фирменная голограмма, говорящая о том, что нивелир прошел дополнительную проверку. Все проверки осуществляются в собственном профессиональном сервисном центре. Также на все приборы предоставляется гарантия. Ссылка на этот интернет-магазин будет в описании под видео. Поэтому переходите, смотрите и выбирайте. Да, друзья, кто живет в Украине, можете приобрести этот прибор в специализированном магазине. Ссылку на него также оставлю под видео. Итак, давайте начнем с инструкции. Инструкция есть на русском языке. Здесь довольно много информации. Есть что посмотреть. Все расписано. Как подключить Bluetooth и управлять с помощью телефона. Но все это мы сегодня обязательно с вами рассмотрим поподробнее, чтобы было все понятно. И давайте пробежимся по техническим характеристикам. Так, значит, зеленые лучи. Класс лазера 2. Длина волны лазера 505-520 нанометров. Погрешность плюс-минус 2 мм на 10 метров. Также сегодня проверим погрешность. Диапазон работы компенсатора 3,5 градуса плюс-минус 1 градус. Время самовыравнивания 3 секунды, но также это сегодня проверим. Рабочее расстояние при 60-100 люкс больше или равно 20 метрам. 100 люкс это такой приглушенный свет, то есть длина без приемника всегда зависит от степени освещения. Рабочее расстояние с приемником больше 40 метров, то есть как минимум 80 метров в диаметре можно размечать при солнце. Источник питания 7,4 вольта, литий-ионная батарея 2600 мАч, либо от 4 батареек обычных пальчиков,
датчиковых, либо также прибор может работать от сети. Время работы от аккумулятора, если включены все лучи, наша модель S04CG, около 5 часов. Время работы с батарейками около 0,5 часов. Время зарядки около 4,5 часов. Размер резьбы для установки на штатив на приборе 1/4 дюйма. Защита от пыли и влаги IP54. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50. Диапазон температур хранения от минус 20 до плюс 70. Да, друзья, все подробные технические характеристики, какое расстояние от верхнего, нижнего горизонта до пола, до потолка, от вертикали до стены, ну и прочее, смотрите все на сайте laserlevel.ru. Там все это будет. Итак, едем дальше. Такая пластиковая мишень магнитная, очень удобная вещь, особенно для монтажа различных металлоконструкций, допустим, потолка Armstrong. То есть примагничиваете к профилю, руки у вас свободны, и получается вы просто уже устанавливаете подвес на нужную высоту. И так пробегаетесь по всему потолку. Делается очень быстро и очень точно. Также ножка сделана для установки на пол. То есть можно смотреть всю плоскость пола, где есть провалы, где нет провалов. Ну, собственно говоря, это можно сделать и рулеткой, но в комплекте есть вот такая удобная мишень. Переходной бокс для 4 батареек. Здесь ничего необычного. Встречается много у каких приборов. Вставляете просто 4 батарейки и вставляете в батарейный отсек прибора. Вот, собственно говоря, и все. Магнитная пластина. Крепите ее на саморезы и сюда уже примагничиваете настенное крепление. Тоже все просто. Подъемная площадка с механическим микролифтом. Тоже на ней подробно останавливаться не буду. Встречается много где. В принципе, простая конструкция. Крутите, она поднимается либо опускается. Очень удобная вещь для монтажа различных полов. Зарядное устройство и адаптер для работы от сети. Идет вот такая USB вилка. Технические характеристики вилки можете посмотреть здесь. Провод достаточно мягкий. На одном конце USB, на другом Type-C. Вот такой пульт дистанционного управления. Работает он по Bluetooth каналу. В принципе, сделан интересно. Имеет встроенный аккумулятор и также заряжается этой же зарядкой в комплекте Type-C. Заряжается пульт, кстати, очень быстро на самом деле. Ну, по пульту будем разбираться чуть позднее. Вот такое универсальное магнитное настенное крепление в виде стрелы. Но, друзья, хочу сказать, что сделано в принципе вроде как все аккуратно, но оно попроще, чем у других уровней. Допустим, у того же 4D лазерного уровня Fukuda крепление сделано как-то посерьезнее, что ли. Я не знаю, как вам донести эту мысль на самом деле, но когда вы сравните просто два крепления, подержите в руках, вы поймете, что это крепление сделано несколько проще. Здесь сзади два магнита, нет никаких резиновых пяточек, то есть, конечно, для пластины ничего криминального нет. Магниты мощные, приколачиваются как гвоздями. Но если весить, допустим, на тот же холодильник, то можно в принципе поцарапать холодильник из-за отсутствия резиновых пяток, поэтому имейте это в виду. Также можно закрепить крепление на саморез, и здесь такая стандартная схема, как у всех, то есть имеет крепление несколько крутилок. Эта крутилка поворачивает эту башню вокруг своей оси, эта крутилка, она двойная, с двух сторон получается, и делает вылет этой платформы по сторонам, то есть вправо и влево. Вылет где-то примерно на 1 сантиметр. Также по стреле вы можете передвигать вот эту площадку понемногу вот этой крутилкой. Если нужно передвинуть быстро на большее расстояние, то зажимаете кнопку и перемещаете, а подводите уже чуть-чуть именно вот этой крутилкой. И еще одна крутилка сверху, она соответственно меняет угол стрелы, то есть ее можно либо поднять, либо опустить. В принципе, крепление очень удобное и довольно практичное. То есть крепление одевается на голову, довольно плотно встает и крепится. Если прикрепить пластину к полу, то можно использовать это крепление как некий микролифт, то есть потихонечку поднимать, либо опускать, либо верхний, либо нижний горизонт. Вот такое, друзья, крепление. Здесь, кстати, у него также есть пузырьковый уровень на стреле. Это очень удобно при ее установке. Так, ну и сам прибор. Здесь, конечно же, весь гвоздь программы — это сам прибор. Потому что если сравнивать его с другими нивелирами, то на сегодняшний день, по сути, аналогов его нет. И это все из-за экрана, на котором может показываться угол установки. То есть это резко увеличивает функциональность прибора. И также прибор оснащен Bluetooth для управления с телефона. Сам корпус прибора сделан из хорошего пластика. В принципе, все сделано хорошо, все четкие зазоры. Черная — это резина, но она очень плотная и довольно тонкая. Вот здесь, если вам будет видно, то вот ее слой, она продавливается, конечно, но больше похожа на софт-тач пластик, хотя это все-таки резина. А так, в принципе, прибор удобно держать в руках, удобный тумблер, сами башни металлические, чуть попозже я их сниму, они крепятся через прокладки. Батарейный отсек сделан уже немного по-другому, здесь такой типа кнопки, нажимаете, он открывается.
Да, кстати, друзья, аккумулятор в комплекте вот такой. Технические характеристики можете посмотреть. Но сам батарейный отсек, вот это черное, это все наклеена такая резиновая прокладка. Здесь есть выступ на батарейном отсеке по периметру. И по теории она, конечно, должна прилегать к этому выступу. Но, друзья, реализация вот этой кнопки на самом деле мне не очень нравится. Как-то она закрывается слабенько, что ли. Не сильно прижимается. Поэтому эффект от этой резиновой прокладки, мне кажется, минимален. Да, друзья, есть еще один такой минус, на мой взгляд, очень даже существенный. Нижняя лапа имеет длинные вылеты и сделана она из пластика. То есть, видите, я нажимаю пальцем, и она ходит. Это, конечно, мне не очень нравится на самом деле. Просто прибор сам по себе довольно увесистый. Если хотя бы с небольшой высоты он упадет вот на эти лапы, то мне кажется, они 100% сломаются. Если говорить про другой, их ниже уровень, допустим, HuPar 904DG, ну, понятно, по функционалу он, конечно, уже уступает. Здесь нет Bluetooth и, главное, нет возможности посмотреть установленного угла, прям цифрового значения. Но эта нижняя лапа сделана из более толстого пластика, и она покороче, и получается, что она очень жесткая. То есть здесь такого эффекта нет. У S04CG здесь, конечно, промах. На лапе также установлены резиновые пяточки. Это, кстати, очень хорошо. Уровень не скользит. Он четко стоит. Ни на ламинате, ни на плитке не будет скользить. Снизу расположена одна резьба 1/4 дюйма. Сделано все аккуратно. Нижнюю лапу можно свободно снять. Но чуть попозже я полностью его разберу. Посмотрим, что предлагается по настройке и как он выглядит внутри. Здесь находится гнездо Type-C для зарядки, либо для работы от сети. Прибор, кстати, может работать от сети как с установленным аккумулятором, так и без. Так, друзья, и вот главное, это сверху экранчик. Здесь 3 кнопки. H отвечает за переключение горизонталей, V за переключение вертикалей. И кнопка посередине, это кнопка включения режима работы с заблокированным компенсатором. И также кнопка включения режима работы с приемником. И здесь располагается двухпозиционный тумблер. В принципе, переключается он довольно хорошо. Давайте сейчас перейдем и поближе разберем его функционал. Да, друзья, сравнивать все 4D лазерные уровни я не буду. У меня есть большое сравнение 4D лазерных уровней. Это HuPar 904DG, Clubiona IE16 и IE16R. Также Fukuda 4D. И еще самый дешевый лазерный 4D уровень — это Hilda. Посмотрите сравнение тех 4 уровней и посмотрите это видео. И в принципе вам станет все понятно. Итак, давайте начнем разбирать функционал. Вот сейчас компенсатор заблокирован. Да, кстати, еще один минус. Компенсатор у него не плотно блокируется. В этом, конечно, ничего страшного нет. Есть уровни, у которых компенсатор вообще в принципе не блокируется, как, допустим, у модели Geofenal, точно сейчас не помню, как называется, F40 Cross, что-то такое. Но тем не менее, имейте в виду, здесь компенсатор блокируется не до конца. Итак, компенсатор закрыт. Нажимаем кнопку включения, несколько секунд удерживаем, и прибор включается в режиме заблокированного компенсатора. То есть сразу включаются все 4 плоскости, 2 горизонта и 2 вертикали. Кнопкой H, соответственно, вы можете переключать горизонты, как вам заблагорассудится. Один нижний, один верхний, оба, либо все выключить. Кнопкой V, соответственно, также выбираете количество вертикалей. То есть в этом плане насчет алгоритма переключения плоскостей здесь все отлично. Здесь можно выбрать любую комбинацию плоскостей, которая понадобится. Чтобы выключить этот режим, нужно либо зажать опять кнопку включения на 2-3 секунды, либо включить и выключить тумблер. Я зажму кнопку, прибор выключился. Да, друзья, в этом режиме есть еще такой интересный момент. Допустим, вы включили режим работы с заблокированным компенсатором, вот, и отключили все плоскости. Вот я отключил обе вертикали и оба горизонта. Никакая из плоскостей не горит, но, как видите, прибор не выключен. То есть у него горит экран. Да, и вот сейчас, вот если вы слышали, такой издается сигнал каждые 30 секунд. До 5 минут будет издаваться вот такой сигнал, что прибор у вас включен. А через 5 минут, если бездействие продолжится, то он полностью отключится. Итак, друзья, вот видите, в верхнем левом углу нарисованы оси, ось X и ось Y. И, соответственно, вот по двум осям отчитывается градус. Ну, согласитесь, это реально очень круто. Теперь можно прибор устанавливать именно на заданные углы, которые требуются, как по оси X, так и по оси Y. В правом верхнем углу индикатор разряда батарей.
В нижнем правом углу закрытый замок. Это говорит о том, что прибор включен в режиме работы с заблокированным компенсатором. Когда компенсатор будет открыт, то и здесь замочек также будет показан открытым. Ну, я считаю, экран действительно очень информативный. Такого сейчас нет ни у одного лазерного уровня, вот именно линейного. Такие экраны, конечно, встречаются у ротационных лазерных нивелиров. Там можно с пульта задавать определенный угол с шагом в 1 градус, либо там еще меньше. Но это немножко уже другие приборы для других задач. Для помещения они абсолютно не нужны и стоят очень дорого. Итак, друзья, вот так вот в заблокированном состоянии он будет пиликать каждые 30 секунд и через 5 минут полностью выключится. Это тоже очень интересно и удобно. В режиме с заблокированным компенсатором также можно включить режим работы с приемником. Кратко нажимаете на кнопку включения, линии мигнут 3 раза быстро и прибор перейдет в режим работы с приемником. Чтобы перейти обратно, также кратко надо нажать, опять линии мигнут 3 раза и станут гореть ярче. Когда переходите в режим работы с приемником, линии мигают 3 раза и горят чуть тусклее. Все, следующее, открываем компенсатор и все, в принципе, то же самое уже происходит только с разблокированным компенсатором. Да, кстати, друзья, когда включаете режим работы с приемником, сейчас я выключил, еще раз давайте включу. Вот видите, в нижнем левом углу также появился этот значок, который говорит, что сейчас активирован режим работы с приемником. Если я его отключу, то он исчезнет. Ну, то есть, собственно говоря, экран полностью информативный и отображает все действия, которые вы производите с прибором. Итак, вот в принципе по функционалу вроде как все. Разблокируйте компенсатор, выбираете любую плоскость, включаете режим работы с приемником. Все то же самое, как и в режиме с заблокированным компенсатором. Да, еще такой интересный момент. Здесь, когда включаете только прибор, здесь отображается логотип при такой кратковременной загрузке. Но опять же, сейчас, наверное, будет не увидеть. Не знаю, видно вам было или нет. Но пишется слово HUPAR. Да, забегая вперед, хочу сказать, здесь установлены очень классные лазерные излучатели. Где-то указано Osram, где-то Sharp. Но суть даже не в этом. На самом деле, по внешнему виду видно, что они действительно не дешевые. И также вы можете увидеть, что у прибора просто нет никаких посторонних бликов, паразитных линий. Ни на перекрестии, ни сверху, ни снизу. Я смотрю, нет ни по стенам. То есть действительно качественный лазерный модуль. Все, что сейчас отражается, это отражается, вот, допустим, от этой площадки. Так поразительных линий лично я не вижу. Может, кому-то, конечно, с небольшим количеством попадется. Но в принципе это не критичная тоже ситуация. Многие задают этот вопрос, что за паразитные линии. Это, друзья, отражение от любых маломальских поверхностей, которые преломляют излучение. Зеленый лазер очень яркий, интенсивность свечения действительно очень высокая. И от малейшей отражающей поверхности у вас будет издаваться такой блик в виде разных маленьких линий. В этом ничего страшного нет, на работу это никак не влияет. Многие спрашивают расстояние от нижнего горизонта до пола. Здесь у этой модели это 1,5 сантиметра. Друзья, у других моделей, еще раз повторюсь, смотрите на сайте laserlevel.ru. Там все эти данные есть. От верхнего, от нижнего горизонта, до потолка, до пола и прочие данные. Еще давайте проверим точность встроенных инклиметров. Проверка, конечно, грубая, но тем не менее, я хочу сказать, что они показывают достаточно точно. То есть сейчас на экране показывается 0,2 градуса. Ну, то есть есть небольшой маленький наклончик. Вот даже, видите, прыгает. То есть может даже, возможно, 0,1, 0,15. Ну, что-то такое небольшое. Все равно погрешность у него также есть небольшая. И вот у меня есть такой круглый пространственный уровень. Он, кстати, довольно точный. То есть, как видите, данные практически совпадают с электронного уровня и с обычного аналогового. В этом плане здесь тоже все хорошо. Так, теперь давайте разберемся с пультом. С пульта включить прибор и выключить, также в принципе как и везде, нельзя из-за особенностей маятникового компенсатора. Если бы это был электронный компенсатор, то в принципе это возможно. Здесь перевести с режима заблокированного компенсатора на разблокированный, соответственно, с пульта не представляется возможным. Но вот почему не сделать было активацию режима работы с заблокированным компенсатором с пульта, непонятно. То есть этот режим вы можете включить только с кнопки на приборе. Так просто он действовать не будет, нужно зажать кнопку включения, вот эту белую, на пару секунд. И он начнет мигать зеленым цветом. Да, кстати, если он будет разряжен, то он будет мигать красным цветом. Мигает он потому, что ищет сопряжение с устройством, которое не включено. То есть, по сути, это говорит о том, что прибор выключен. Можно, к примеру, с пульта проверять таким образом, выключен прибор или нет. У вас пульт будет мигать. И также это говорит, что он ищет Bluetooth подключение. Как только вы включаете прибор, все, пульт мигать перестает, и он постоянно горит зеленым цветом. Он сделал коннект с прибором и перестал мигать. Сейчас активировались все плоскости с первого включения. Краткое нажатие на кнопку на пульте, на эту центральную.
выключает все плоскости разом. То есть, чтобы отключить полностью нивелир, и в этом режиме с заблокированным компенсатором он останется, и через 5 минут он автоматически сам выключится. Согласитесь, довольно удобно. Также краткое нажатие обратно на эту кнопку включает все плоскости. Кнопкой H, соответственно, вы выбираете необходимую горизонталь. Да, кстати, друзья, заметил, что пульт не всегда как-то срабатывает. То нормально срабатывает, то нет. Кнопка LV включаете либо отключаете вертикали. Ну, видите, нажимаю, ничего не происходит. Да, друзья, отклик от пульта у меня какой-то действительно очень плохой. Напишите в комментариях, если у кого есть такой же прибор, как у вас с откликом. Ну, то есть, собственно говоря, здесь дублируется кнопка H, кнопка V, управление вертикалью, горизонталью. Снизу кнопка включения режима работы с приемником. Верхняя кнопка, ее обозначение говорит, что она отвечает за яркость линии, но по факту она просто также тупо переводит в режим работы с приемником. Линии также мигают, и прибор переводится в режим работы с приемником. Вот, кстати, можете здесь даже посмотреть. Сейчас, видите, режима работы с приемником нет. Нажимаю на эту кнопку. Видите, режим работы с приемником появляется. Нажимаю, опять исчезает. Ну, то есть она полностью дублирует нижнюю кнопку. Также на пульте есть еще две кнопки F1 и F2, но они никак здесь не задействованы, и в инструкции написано, что это две функциональные кнопки, которые будут применяться в обновленном каком-то другом лазерном уровне. Вот, друзья, в общем, такой пульт, не знаю, немножко смешанные чувства у меня вызывает. Сделан симпатично, все вроде, но, конечно, отклик у него какой-то идиотский, иногда просто он не срабатывает. Так, теперь давайте посмотрим приложение. Итак, приложение на экране выглядит таким образом, такой значок. Кстати, друзья, не с первого раза удалось все это подключить, и все из-за того, что я блокировал разрешение о геопозиции. Вообще, честно говоря, я не понимаю, для чего здесь геопозиция, но тем не менее, пока я ее не разрешил, приложение у меня не заработало. Итак, включаем прибор, входим в приложение. Вот опять требует разрешения к мультимедиа и к фото. Зачем это тоже для меня это остается загадкой, но я всегда отклоняю. Вот такая ошибка, кстати, у меня вчера вылезала постоянно. И здесь это требует разрешения 5 геопозиций. Ну, давайте сейчас включим. Доступ к местоположению нужно включить, и тогда все заработает. Так, нажимаем поиск устройств. Вот появилась у нас S-серия, переходим, и у нас открывается вот такое приложение. Собственно говоря, оно очень простое и довольно сырое. Здесь по факту ничего такого нет. Настройки. Здесь можно выбрать язык, можно выбрать русский, можно английский оставить. Давайте выберем русский. Все, язык поменялся. Вкладка информация. Здесь просто перечисление моделей, причем не всех. Новые продукты. Здесь просто картинки лазерных уровней. И они не активны, перейти по ним тоже нельзя. Из настроек вы видели только отключиться и настроить язык. Это вот самая функциональная кнопка. Здесь дублируется по факту экран и кнопки. То есть можно включать, отключать вертикали, горизонтали по отдельности. Все это дублируется сверху. Вот здесь на рисунке, какие у вас плоскости горят, а какие отключены. Но здесь, конечно, отклик уже отличный, нормальный. Все хорошо работает. Кнопка включения сверху здесь носит тот же характер. Кратко нажимаете, отключаете все плоскости сразу. Еще раз кратко нажимаете, все плоскости включаются. Также отображается заряд батареи в процентах. Вот сейчас у меня скачет 75-50, то есть скоро уже подсядет еще одно деление. Также можно включить режим работы с приемником, либо отключить. Ну, собственно говоря, полное дублирование. В левом верхнем углу нарисован открытый замочек. Это значит, прибор работает с разблокированным компенсатором. Если компенсатор закрыть, сейчас я выключил прибор. Вот он снова обнаружился, и уже слева в углу показывается закрытый замочек. То есть он говорит о том, что прибор работает в режиме работы с заблокированным компенсатором. Ну, то есть, друзья, вот такое приложение. Удобно оно, неудобно, решать вам. И здесь также дублируется положение самого прибора по оси X и по оси Y. То есть, если наклонять прибор, то также будет угол отображаться на телефоне. Вот, собственно говоря, и весь функционал этого приложения. Так, друзья, теперь давайте его разберем и посмотрим, как он устроен внутри и что предлагается по настройке. И начнем со снятия башен. Эти башни, кстати, крепятся на болты со звездочкой. Здесь болты уже под крестовую либо плоскую отвертку. Да, сейчас сниму нижнюю лапу и сразу вам покажу, что настройка нижнего горизонта делается исключительно настройкой положения маятника. То есть нужно настраивать маятник, чтобы настроить нижнюю плоскость. Только потом вы переходите на все остальные плоскости, которые можно настроить отдельно. Итак, вот снял нижнюю лапу, она крепится по направляющим. Здесь также есть резиновая прокладка. Прокладка идет как снизу стекла, так и сверху. В резиновой прокладке еще есть такой паз, куда вставляется само стекло. Сделано достаточно хорошо. На других башнях вы увидите, что там сделано еще лучше. Сейчас дойдем до этого.
Итак, вот нижний лазерный модуль. Все лазерные модули имеют маркировку, но ее вот здесь будет не видно сейчас. На других посмотрите, когда разберу прибор полностью. И видите, у нижнего горизонта вообще отсутствуют какие-то юстировочные винты. То есть он просто выходит из основания маятника. Поэтому именно нижний горизонт настраивается именно положением маятника. Итак, вот я снял башни от вертикалей. Как можете видеть, 4 юстировочных винта, которые настраивают положение этого лазерного модуля отдельно. Также 4 болта находятся на этом излучателе и на верхнем горизонте соответственно. То есть сначала настраиваете нижний горизонт положением маятника. Да, кстати, друзья, сняв башню, здесь можно добраться только до продольного юстировочного винта маятника. Вот через это отверстие. Вот там болт под шестигранник такой желтый, если видите. Передвигаете его в стиле маятника, вгоняете либо внутрь, либо выкручиваете. Тем самым меняете положение маятника при установке. То есть если закручиваете туда, он давит там больше, соответственно как бы выдавливает и поднимает плоскость. Выкручиваете если сюда, то есть с этой стороны соответственно он давит больше и плоскость тянет за собой и опускает ее. Также есть такой же поперечный винт, но здесь до него не добраться при снятии вот этой башни от этой боковой вертикали. То есть нужно снять вот эту всю крышку верхнюю, чтобы видимо до него добраться. Вот верхнюю башню также можно просто снять и добраться до отдельной настройки верхнего горизонта, если требуется. Да, чтобы полностью разобрать прибор, нужно выкрутить 4 винта снизу прибора. Ну и опять же для этого потребуется снять нижнюю лапу и обратно лапу прикрутить. То есть прибор у вас останется запитанным и будет стоять. То есть можно подкручивать и смотреть, сразу проверять настройку. Да, друзья, что касается вот этих 3 башен верхних, то здесь они сделаны немножко даже по-другому, немножко лучше. Вот сама башня, она сделана из алюминия, это болтики просто так прыгают. Резинка вот так выступает и входит в такой некий паз. Внутри башни стекло установлено таким образом. Тоже заходит в пазы в резинку сверху и заходит, есть такой же паз в резинке снизу. То есть на самом деле очень круто сделано. Отлично должно защищать от пыли и влаги. И здесь у башни помимо болтиков закрепления по углам есть такие тоже направляющие. Ну то есть в этом направлении здесь никаких вопросов нету. Все сделано круто. Единственное меня смущает это только нижняя лапа. Так, друзья, корпус разбирается не так-то и просто на самом деле. Точнее, болты выкручиваются просто, но крышка до конца не снимается. То есть там что-то мешает ей вот здесь вот у экрана. Там очень много проводов и очень много разъемов. Даже не знаю, как вам показать на самом деле. Но, собственно говоря, я не буду крышку тогда срывать. Я боюсь там оторвать какие-нибудь провода, потом замучаюсь паять. По всей видимости, нужно отсоединять разъемы. Вот там разъем, не знаю, видно вам, нет. Вот там есть разъем. Но это, конечно, не очень удобно. Так просто крышка не снимается. Но в принципе для настройки достаточно и такого положения. По большому счету снимать полностью крышку нет никакой надобности. Продольный винт, доступ есть здесь. Поперечный винт, его здесь нету, он находится с этой стороны. То есть просто приоткрываете корпус и вот этот желтый винт. Также перемещаете его в теле маятника и тем самым меняете положение компенсатора при установке. Достаете сюда, здесь он давит больше, соответственно этот край плоскости поднимается. Загоняете его внутрь маятника, там он начинает с той стороны давить больше, крен получается плоскости вот в этом положении. Ну и собственно говоря вот этими 2 винтами настраиваете нижний горизонт, если требуется, а потом уже по отдельности выставляете все оставшиеся плоскости. Вот, если кто-то полностью раскрывал корпус, то напишите в комментариях, что же там такое держит. Я просто боюсь сейчас сломать. Да, как можете видеть, рама у компенсатора такая мощная, на металлических стойках. Сделано, конечно, все внутри очень хорошо. Так, теперь давайте проверим, как он работает от сети и от батареек. Итак, давайте проверку начнем с батареек. Вставляем в отсек. Ну, друзья, все в порядке, все нормально, все работает. Все переключается. Да, кстати, когда стоят простые батарейки, ни в коем случае не ставьте прибор на зарядку и не работайте от сети. Это очень чревато и прибор может выйти из строя. Теперь давайте посмотрим, как работает от сети. Так, достаем батарейки и сначала проверяем просто без аккумулятора. На экране появился значок перечеркнутой пустой батарейки и пробуем включить. Да, друзья, все работает. Все переключается. И теперь давайте посмотрим от сети со вставленным аккумулятором. Так, вставляем аккумулятор. Все, теперь значок поменялся и идет зарядка аккумулятора. Ну и также включаем прибор. Все работает, все хорошо. Все переключается. Так, и еще посмотрим, работает ли он от пауэрбанка. Правда, пауэрбанк у меня практически разряжен, но тем не менее должно хватить. Вот видно, что идет зарядка аккумулятора от пауэрбанка.
Ну и в принципе, друзья, все включается, все работает. Все переключается. То есть по факту получается лазерный уровень HUPAR S04CG имеет максимальную вариативность питания от батареек, от аккумулятора, от сети, от пауэрбанка. Это, конечно же, плюс. Теперь давайте посмотрим толщину линии на разных расстояниях. Итак, на расстоянии 1 метр от стены, на коротком расстоянии, толщина линии, что верхнего, что нижнего горизонта, чуть больше 1 мм. Яркость отличная, границы линии также очень классные. Давайте посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах линия стала еще чуть потоньше, в районе 1 мм. По яркости ничего не изменилось. Качество линии, четкость границ отличная. Давайте посмотрим на 10 метрах. И на 10 метрах яркость также отличная, толщина линии чуть больше 2 мм. Друзья, ну действительно линии прям идеальные. Этот показатель здесь не подкачал. Лазерные модули очень хорошего качества. Теперь давайте проверим его на точность. Как вы помните, заявлена точность плюс-минус 2 мм на 10 метров. Сейчас мы это и проверим. Проверять будем как раз на 10 метрах. Здесь вот есть у меня 10 метров. Горизонт будем прогонять по точке, и верхний, и нижний. То есть при такой заявленной погрешности плюс-минус 2 мм максимальный разбег между точками не должен превышать 4 мм. Друзья, как правильно считается погрешность, смотрите на сайте laserlevel.ru, либо переходите по ссылке в правом верхнем углу. Вертикали проверим по ранее проверенному 4D лазерному уровню HUPAR 904DG. Очень классно настроенный уровень. У кого нет проверенного уровня, вертикали проверяйте по обычному нитяному отвесу. Самый простой и надежный способ. И проверим еще одну незаявленную характеристику. Это расхождение угла 90 градусов между вертикалями. Если разбег будет до 5 мм, то это уже отлично. Итак, давайте начнем с горизонта. Отметим точки на линиях. Включаем уровень. Хочу снова обратить внимание на экран. Очень удобно, я поставил уровень на такой триггер и настроил триггер по встроенным инклиметрам, по оси X и по оси Y. Действительно очень удобно. Так, давайте отметим точки на горизонтах. Итак, друзья, вот я отметил первые точки. Теперь поворачиваем нивелир на 90 градусов и смотрим, как проходит второй сектор через эти точки. Он должен проходить с допустимой погрешностью. Я буду поворачивать по часовой стрелке. И смотрим, как проходит второй сектор. Итак, нижний горизонт у нас проходит абсолютно через первую точку. Ставлю точку 2, подписываю. Верхний горизонт проходит с небольшим отклонением. Но здесь до 3 мм, не больше. Давайте смотреть третий сектор. Для этого еще раз развернем прибор на 90 градусов и будем смотреть заднюю часть плоскости. Итак, задняя часть плоскости, нижний горизонт опять проходит практически через первоначальную точку. Верхний горизонт еще небольшим смещением, чуть побольше от второй, но меньше миллиметра. То есть в любом случае от первой до третьей точки здесь меньше 4 мм. И давайте посмотрим последний, четвертый сектор. Для этого еще раз развернем прибор. Итак, сейчас верхний горизонт проходит через третью и вторую точку. Нижний горизонт тоже чуть-чуть выбился, где-то миллиметра на 2, на 1,5. Ну, то есть, друзья, вывод такой, что горизонты полностью соответствуют заявленным характеристикам и укладываются в погрешность плюс-минус 2 мм на 10 метров. Давайте проверим вертикали. Для проверки вертикалей включаю вертикаль на HUPAR 904DG и первую вертикаль на HUPAR S04CG и сопоставляю. Давайте смотреть. Итак, это первая сторона первой вертикали. Слева идет HUPAR S04CG, справа HUPAR 904DG. Друзья, они абсолютно параллельны. Давайте посмотрим вторую сторону первой вертикали. Для этого соответствующим образом разворачиваю прибор и сопоставляю. Вторая сторона первой вертикали. Также слева идет HUPAR S04CG, справа 904DG. Друзья, они абсолютно параллельны. Давайте посмотрим вторую вертикаль. Включаю вторую вертикаль и также сопоставляю первую сторону, а потом вторую. Давайте посмотрим. Итак, вот первая сторона второй вертикали. Слева также HUPAR S04CG, справа 904DG. Друзья, абсолютно параллельно. Давайте смотреть вторую сторону. Разворачиваю прибор второй стороной. Сопоставляю и смотрим. Итак, вторая сторона, я навел их друг на друга. Друзья, они абсолютно идеально ложатся друг в друга. Вертикали просто отлично настроены. Давайте посмотрим угол 90 градусов. Да, кстати, друзья, в такой момент в инструкции сказано, что компенсатор устанавливается за 3 секунды, но по факту он устанавливается чуть подольше. Вот сейчас я качну прибор, и вы сами увидите. Раз, два, три,
4. Ну, за 4 секунды, не за 3 точно. Ничего критичного, но тем не менее. И давайте посмотрим угол 90 градусов. Для проверки угла 90 градусов отмечаем точку на перекрестии. Я, конечно, тут ее отметил. Перекрестие очень яркое. Видно вам точку или нет? Вот она. И отмечаем две точки на перпендикулярных вертикалях. Я отмечу на этой и на этой. Вообще без разницы. Можно брать любые перпендикулярные вертикали. В одну сторону у меня расстояние будет 2,40 почти. И в другую сторону 7,5 метров. Друзья, этого вполне достаточно. Чем дальше расстояние, тем, соответственно, сложнее разглядеть точку. Да практически нереально. Так, и давайте отметим точки на вертикалях. Вот так у меня отмечена ближняя точка. И таким образом отмечена дальняя точка. Теперь давайте развернем нивелир на 90 градусов. Разворачиваем прибор на 90 градусов, сопоставляем перекрестие с нижней точкой и наводимся одной вертикалью на ближнюю точку. Я буду наводиться на ближнюю, мне хотя бы ее видно. А потом смотрим, как вторая вертикаль проходит через дальнюю точку. Еще раз повторюсь, эта характеристика не заявлена. И если будет расхождение миллиметров 5, считайте, уже повезло. Так, давайте сейчас я наведусь. Это самый кропотливый и долгий процесс. Итак, друзья, я наконец-то навелся. Здесь присутствует немного человеческий фактор. Перекрестие очень яркое, бьет сильно по глазам. И все-таки точки маленькие, можно все равно с какой-то погрешностью на них наводиться. Итак, навелся перекрестием. Давайте посмотрим, как на ближнюю точку навелся. И потом посмотрим, что творится на дальней точке. Вот так навелся на ближнюю точку. Давайте посмотрим, что на дальней. На дальней точке есть небольшое отклонение в районе 1-1,5 мм максимум. Это реально очень круто. Угол 90 градусов здесь тоже неплохо выдержан. Итак, друзья, что в итоге? Ну, откровенно, если говорить, то уровень по функционалу это, конечно, топ на сегодняшний день. Аналогов, каких-то хотя бы близко приближенных к нему, на сегодняшний день просто не существует. Своих денег он однозначно стоит, потому что был бы аналогичный прибор у нас в России, я даже боюсь предположить, сколько бы он стоил. 4D, со встроенными инклиметрами, с таким экраном, с такой вариативностью питания, с Bluetooth, с пультом дистанционного управления, ну и вообще, в принципе, с таким комплектом, ну, минимум 1030, наверное, может и больше. Что думаете по этому поводу вы, напишите обязательно в комментариях, мне очень интересно знать. В общем, не знаю, друзья, в целом, несмотря на все мелкие косяки, уровень все равно действительно очень интересный. Покупать или не покупать, решать, конечно же, вам. Ссылку на официального продавца оставлю в описании под видео.